Друзья, всем привет! С вами Алексей Костылев. Мы находимся в аэропорту Жуляны, город Киев, откуда совсем скоро команда рожденных побеждать вместе с нашей репортерской группой отправится на турнир DreamHack Masters 2017, который пройдет в Швеции, в городе Мальмö. Наперся будет. Привет. Леха, привет. Билеты же у тебя? Да, все есть, все есть. Коврик. Сразу Ваньку отдай, коврик. Таскать, Вань. Так, Ваня, коврик, Давай, спасибо. билеты. Кому билеты? Всем давай, да, я раздам. Сейчас видишь? Ты же там 2 раза проверили, там вроде все четко. Дэна, ты боишься летать? Сначала было паника, потом... Да, конечно. Я не боюсь темноты, не боюсь ничего. Я не боюсь летать, я не боюсь боли, я не боюсь отношений. Я не боюсь ничего. Денис, не боюсь. Не, я научился кайфовать, когда трясет. А ну расскажи, как это ты кайфуешь, когда трясет. Губы такие белые, сухие. А вода есть? Ладошки мокрые. Ладошки мокрые, да. Не боюсь, нормально. Ну давай, пока. Друзья, мы находимся на стойке регистрации. В любой момент к нам может подойти security и попросить прекратить съемку. Поэтому пока это возможно, мы поснимаем для вас, покажем, как игроки проходят регистрацию, вообще у кого какие места. Но если подойдет security, не обижайтесь на нас. У нас такая команда медиа, что мы можем какой-то фильмец уже записать. Да, или какой-то клипчик уже. Вот клипы, я сам не хочу, чтобы мы клип записали. А что петь будет? Ну это мы придумаем. Мы это придумаем. Хотел бы записать клипец. А значит, в скором будущем на канале НАТО Свинцы. Ребята, у меня есть реально вопрос. Почему Миша нос? Мы считали, что у него большой нос. Это вопрос динозаврам. Динозаврам Харьковского КС. Ну, то есть это вы вообще... динозавры Харьковского КС прозвали Мишу Кейна. Миша нос, в скобках Кейн. Для всех он Кейн, для своих он нос. Вот так вот. Было еще больше. Много всего было. А ну, Вань, прикольно. Соломон Кейн. Соломон Кейн. Кейн, конечно. Соломон Кейн был изначальный вариант. об этом говорил в интервью. Да, он а потом в этом еще в интервью автобусе говорил. на ВЦГ 2005 ему, скажем так, публично дали звание, титул и кличку, все в одном. Нос, черная нога, лучший сигаук Украины. Нос черный. Даня, скажи, ты вообще боишься летать? Раньше боялся, сейчас уже не боюсь. Ну, если выбирать авто, самолет или поезд, что ты выберешь? Смотря какое расстояние. Самолет удобно, потому что ты большое, самое длинное расстояние за самый короткий период времени ты как бы пролетаешь. Но раньше я боялся летать, сейчас, когда начинает трусить самолет, идет турбуленция, ну, разные были ситуации, к примеру, когда мы летели недавно в Амстердам с моей девушкой из Вены, то самолет просто сделал, он летел, в какой-то момент он так сделал. Как бы самое, что интересное, начали кричать стюардессы. То есть люди еще не успели, стюардессы, которые должны как раз по правилам. Ну да, они дезморалили, да? Они должны наоборот, как бы типа успокаивать. Они у них сразу... Это амстердамские были стюардессы. Признаюсь, я ходил к психологу на протяжении где-то 1,5 года. Мы проходили курс. Ну, то есть была целая, наверное, аэрофобия, которую я реально переживал. Много летали, и каждая турбуленция для меня тяжело переносилась. Ну, никуда от этого нельзя было деться, мы летали. В какой-то момент я понял, что очень хорошо помогает алкоголь. К примеру, если ты хряпнешь 200-300 грамм вискаря или в самолете, то летать становится сразу прикольнее, веселее. Ты сразу если ты видишь, что какая-то турбуленция кто-то переживает, ты чё там? Чё ты паришься? Да все нормально, давай да? летай, давай веселиться, да, все круто. И это так и было, но спустя время, постепенно, я много смотрел, изучал, даже есть
к примеру, в Москве есть курсы целые, когда вот человек боится, допустим, летать, он может прийти, там, заплатить денег и там на протяжении времени приходить, ему там его там обучают, показывают ему там кабину пилота, о том, как вообще самолет, что с ним происходит, в каких вариациях. И там прикольно, там в конце после этой программы люди, которые, к примеру, не летали, вообще это очень было удивительно, там, допустим, 20 лет человек не летал, он сидит в самолете и говорит, я уже там пролетел, там, к примеру, там, прилетел в Европу, оттуда в Америку, уже там немерено 1000 километров, и все хорошо, я спокоен, я очень счастлив, я не летал 20 лет. Но на самом деле летать не надо бояться, потому что можно и на поезде получить, так сказать, ремня, и на машине, к примеру, вот я проехал сейчас там больше 3000 километров на машине, и я понимаю, что в какой-то момент у нас была такая ситуация, что ну, просто могли разбиться, реально. Потому что была уже как бы ночь, плохая видимость. Это случайно было не тогда, когда ты с Кракова ехал? Это было, когда я ехал уже, был из Кракова я поехал в Вену, а из Вены через Будапешт я ехал уже в Украину. И вот по пути как раз в Украину, в Украине уже по пути в Киев. Вот уже была такая ситуация, что мы обгоняли КамАЗ, и нам вот реально не рассчитал расстояние, и просто навстречку, я по тормозам за него, ну то есть там была такая ситуация, ну вот одна такая была, ну напряженная. Скажи, а сколько вообще в среднем времени ты проводишь в воздухе, вот как киберспортсмен? Сколько перелетов в год приблизительно? Мы считали, там было 400 часов. Это не знаю, много или мало. По-моему, в один год даже 400 часов, Не, друзья, было даже только больше. думайте. Даже 500, больше даже. 400 часов в небе, когда турбулентность не дает тебе никак успокоиться. Скажи, а когда начинал летать, много с собой вещей брал? Потом это количество уменьшилось? Ну, не знаю, сейчас я уже... Но я смотрю, ты сейчас в шортах вроде бы как... Я сейчас на скеле, мы сейчас летим в Швецию, оттуда в Америку. Я знаю, что в Америке, в Атланте, куда я поеду, какие торговые центры. Я освободил себе хорошо чемоданчик, я собираюсь затариться. То есть все вещи ты в основном покупаешь вот во время каких-то турниров, в выходной день ты скупаешься в своих В любимых Америке торговых очень центрах. удобно, потому что есть классные магазины, в которых крутые акции, скидки и реально качественные вещи. Поэтому Присаживайся, Жека. в Америке покупать удобно. Скажи, а когда летишь, книга, планшет с фильмом или музычка? Ну, как правило, больше это музычка и хочу поспать. Если не сплю, то какой-нибудь А сериальчик. какая фильмец. музычка? Вот топ-3 от Зевса в августе. Топ-3 музычки, ну, тут могу показать. Зайдите ко мне в последние аудиозаписи в ВК. И вы Они у тебя увидите. открыты, да? Итак, последняя аудиозаписи. Stage Rockies, I'm Waiting, Radio Edit. 21 Pilots и Анна Неклеп. Ну, типа того. Угу, вот так вот. Да, или рука-лицо тут еще есть. Или... Скручи рука-лицо у нас Или на 7-й это- строчке. Вань, а ты? Я слушаю часто такую расслабляющую, релаксирующую музыку, чтобы не отвлекаться во время Такое чтения книги. медитирующее. То есть это не Медитативно. какие-то композиции, да? По-разному. То есть Ну, о есть- чем-то думаешь. Но если я читаешь. читаю книгу, я могу на фоне слушать вот такую медитативную музыку. Если я слушаю другую музыку, то я, конечно, не читаю книгу. Конкретно вот именно когда летаю, я слушаю Дэвид Хелпинг и Джон Дженкинс. Тандем такой. Рекомендую для полетов на самолете. Ничего себе, вы слышали? Последний вопрос, пацаны. Как прошел буткемп вообще? Как вы чувствуете? Как итоги? В прошлом выпуске Даня говорил, что 10% всего лишь было сделано того, чего предстоит еще сделать. Что сейчас? Сейчас- Увеличились ли проценты? Сейчас стало 15%. Сейчас стало 15%, то есть 85 еще впереди у нас предстоит. Долетим до Мальма 20. Работаем. Работаем, ребят! Помню, была история, когда мы летели, приземлялись в Дубае, но почему-то не приземлились по каким-то причинам, там не было свободных Оттолпился полос. кто-то, не? Мы с тобой были, помнишь? А, Virtus.pro. С тобой мы что долбились. Там в туалете развели дымку. Ну, И летали часа 3, наверное, где-то в округах
нам ждали, пока освободят полосу, и даже сначала летали час, капитан говорит, не беспокойтесь, у нас много топлива, мы тут просто сделаем несколько кружков, там, то все. Потом второй час были там, ну, конечно, топлива уже меньше, говорит, но все равно еще запас есть. Я больше всего переживал, что у нас не открываются шасси. То есть я вот себе придумал, говорю, у нас не открывается шасси, они нас травят, что у нас типа топлива есть. А когда пилоты пошли с парашютами на выход, стало совсем не по себе. Мы с Ваней попрощался, приняли. Давай, я пошел. Управление Топливо на себя. закончилось, шасси не открывается. Ты сам, Даня. Ладно, идемте, началась уже посадка. Нет, ладно, классно мы историю обсудили перед самолетом. Теперь погнали спокойно и классно лететь, вообще супер. Но на самом деле большинство членов команды во время перелетов смотрит «Игру престолов», как оказалось. Сейчас Миша Кейн забыл наушники сзади меня и пытается прислушаться, прикладывая телефон к уху. Вообще такой вопрос. Узнают в аэропортах работники аэропорта? Да, у меня даже случай был, когда мне дали место у прохода, ну, точнее, там, хорошее какое-то место, потому что сотрудник гейта, ну, этого, узнал меня, говорит, летишь, говорит, на эпицентр в Петербурге. Говорит, на тебе местечко крутое. Мне было очень приятно. Всем привет, с вами Алексей Костылев, и сейчас я появлюсь на канале Зевса и вместо него запишу подводку, пока Даня снимает на другую камеру. Ну что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ребят, ну что, мы прошли уже регистрацию, нас подвезли к трапу самолета и сейчас будет посадка. В это время в основном игроки меняются местами, кто с кем сидит, некоторые смотрят сериалы, некоторые слушают музыку в одном наушнике, потому что такие как Миша Кейн забывают свои наушники. В общем, начинается полет. Друзья, мы уже приземлились в Копенгагене. Сейчас нас ждет трансфер, и мы отправляемся в Мальму. Здесь каждую команду ожидает вот такой вот бусик. Это трансфер до Мальмы. Чтобы попасть в Мальмы, надо переехать очень красивый мост, который мы сейчас вам и покажем. Поляки поспорили, Тасс и Паша поспорили, кто ты, типа, брат или не брат ты Симплу. Тасс говорил, что ты брат, Паша говорил, что ты не брат. И в итоге Паша проиграл еду в Макдональдсе, там двойной чизбургер, там еще что-то, и там Тасс очень радовался. Дэн, а что делал во время перелета? Как всегда, сидел, слушал музыку, копался в своих мыслях, там, смотрел видосики на телефоне с отпуска, вспоминал фоточки. Топ-5 треков вот августа, которые сейчас играют у тебя в наушниках, когда ты куда-то летишь. Топ-5. Да, топ-5. Да я всегда включаю рандомно, как бы нету таких именно 5, которые я часто слушаю. Ну, наверное, вообще, которые я очень часто слышу сейчас, это Спасито, конечно, Рокабай, и вот трек мне нравится, Рейв, сам Паганини.
Друзья, сейчас мы передвигаемся по туннелю, который находится под водой. Да-да, вы не ослышались, под водой он начинает свой путь с Копенгагена. Дальше мы поднимаемся на поверхность и попадаем на мост, который соединяет Копенгаген и Мальму. Сейчас мы вам покажем эту красоту. Вот уже мы поднимаемся на поверхность и заезжаем на мост. Сейчас здесь у всех игроков проверяют паспорта. Запускают собак специально обученных, они обнюхивают все вещи, чтобы найти оружие, бомбу или наркотики. Мы с собой такого не возим, поэтому я надеюсь, что мы очень быстро пройдем пропускной пункт. What games are you playing? Counter-Strike. All of you? Yes. Okay, 2 teams? 3. 3 teams, okay. One mix. You are from fourth. You are from 4th. Can you sit in the same bus? You don't want to fight with each other? Okay, good, thank you. Thank you. McGregor outside. Только что Ванечек делал зарядку, а полицей сказал, что Макгрегор разминается на улице и сейчас сядет к нам в автобус. В общем, мы прошли контроль, и мы уже на полпути к Мальмо. Да, надо верить. Ребят, к сожалению, наш выпуск подходит к концу, так как все игроки после дороги хотят заселиться, сходить в душ и лечь отдохнуть, так как завтра уже нас ждут практические игры и игры за выход из группы. Пока что ставьте лайки, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, которые мы обязательно прочитаем, и если там будут интересные вопросы, зададим их в следующем выпуске. Всем пока!